Салют, people! С вами Human и, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзья, сегодня мы с вами сравним двух мастодонтов центральных процессоров от AMD на базе AM4, то, что скоро уйдет у нас в прошлое, но мы успеем. Это 5800X и 5800X 3D с большущим кэшем. Но сначала любопытный слив информации о бюджетной затычечной видеокарточке Intel. Да, как-то они все встрепенулись. Погнали! Что может быть хуже затычки видеокарты от AMD в лице RX 6400, который мы с вами смотрели недавно? Правильно, видеокарточка от Intel. Есть один такой человечек интересный, который иногда балует нас с вами сливами информации из пространства IT, и очень часто они правдивы, в 90% случаев. Ник ему Citizen, Enthusiastic Citizen. И вот он нам показал информацию по поводу грядущей бюджетной, но бюджетной тоже не назовешь, видеокарточка, это реально затычка от Intel. Видимо, Intel очень сильно вдохновились то, как у нас, работает AMD, когда начнут продавать RX 6400, которая шла в готовых сборках, теперь же в розницу. И, друзья, это не шутка, реально, согласно информации с китайского Bilibili, это, скажем, такой аналог YouTube. Там уже говорится, что такая видеокарта будет на уровне 6400, но мне почему-то кажется, что еще хуже. И хотя ранее мы с вами уже рассмотрели видеокарточку Intel Arc A350 на графическом процессоре A7G11, которая по факту уже является бюджетной, но ниже просто некуда. Но, как мы видим, видимо, есть куда. Вдохновление оно так и работает. То есть максимум, что нас тут ожидает, это 4 гигабайта видеопамяти GDDR6 при максимум 64-битной шине. Хотя, насколько мне известно, здесь позволительно разогнать карточку, в принципе, до 96 бит. Ну, то есть создать ее с такой шиной. Но вряд ли. И в то же время мне кажется, что именно такая видеокарточка от Intel будет в готовых сборках. Хотя они могут пойти, опять же, по стопам AMD. Сделать потом их в розницу. Бабки не пахнут. То есть, если предположить, то, скорее всего, грядущий A310 видеокарточка-затычка это что-то вроде A330M, то есть ноутбучный вариант видеокарты Intel, которая, кстати, вышла совсем недавно. Но это пока что все на уровне слухов, хотя и они достаточно правдоподобные. Ну, просто посмотреть, как работает AMD, который, Intel, допустим, заметила, они выпускают и 6500, и 6400, и даже 6300 был слух в готовых сборках. И в итоге 6400 продают у нас уже в розницу. Так почему бы Intel не сделать то же самое? Но мне кажется, что если они так думают, это провальная стратегия, по той простой причине, что видеокарт Intel по факту мы еще не увидели, ни дискретных нормальных на ПК, там надо ждать июня, в лучшем случае конца июня. Ни нормальных видеокарточек в ноутбуках как бы выпустили, но их нет, и пока там проблемы с драйверами и другим софтом. И идти по такому пути-то очень-очень неуверенно. Короче, посмотрим, а теперь переходим к процессорам. Вы просили, не могу вам отказать, поэтому сегодня в играх мы с вами сравним два процессора от AMD на старом, условно старом сокете AM4, коснемся Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5800X 3D. Ну, нужно решить, есть ли смысл в этом большом кэше и есть ли смысл переплачивать какое-то количество денег, чтобы взять, скажем так, условно старый сокет AM4, взять флагмана по кэшу и поглядеть, что там получится. Я не знаю, может быть они сделают еще и когда-нибудь 5900X 3D или бюджетные версии пониже, там 5700X 3D, 600X 3D и так далее. Поглядим. Ну а пока что пойдем смотреть на эти два камушка. А по секретику вам скажу, что в другом сюжете мы с вами увидим 5800X 3D с Core i9 12900K. Наша задача с вами следующая: протестить центральные процессоры в Full HD в 1440p и 4К. И все это сначала в мультиплеерах, а потом в синглплеерах, и вы увидите зависимость. А помогать нам будет карточка 3090 Ti. И да, вы не ослышались, именно Titanium версия. Материнская плата MSI X570S с Carbon Max Wi-Fi, ну и оперативка в лице DDR4 3800 МГц на CL16. И да, будет еще подключен Resizable Bar. Погнали тестить. Первая игра в тесте у нас Valorant на средних настройках качества графики. И да, сразу становится очевиден прирост в производительности процессора с 3D V-Cache. То есть сходу в Full HD мы получаем с вами дополнительный 18% FPS, что для шутана, никогда не мало. Причем улучшение касается и возможных просадок кадров. То есть на 5800X 3D, если фреймрейт и падает, то он соответствует максимальному среднему FPS ванильного процессора 5800X. Но в разрешении 1440p история практически идентичная. А говоря за 4К, тут уже изменения, извините, но не шибко заметны, ибо на себя берет большую часть нагрузки именно видик. Ну а что, зря что ли 3090 Ti стоит в тестовом стенде? Так что тут да, увеличенный кэш отлично себя проявляет и нивелирует условно узкое горлышко. Либо можно сделать параллельный вывод, что Valorant любит кэш-память.
Двигаемся далее и переходим к Fortnite. И также выставляем средние настройки качества графики. В этом мультиплеерном шутере прирост производительности еще больше и составляет дополнительные 27%. Причем как Full HD, так и при 1440p. Не, ну вы не подумайте, 5800X тут прекрасно себя ощущает. Просто X3D чувствует себя еще лучше. И более того, даже в 4К разрешении новинка проявила себя на 19% производительнее. И это даже при таком мощном графическом процессоре, как 3090 Ti. А это очень показательно. Далее переходим к Call of Duty Warzone со средними настройками графики. Здесь история похожа на Fortnite. То есть в 1080p и 1440p X3D оказался на 26% быстрее своего ванильного братца. Но вот при 4К в мультиплеере Warzone разницы не оказалось. В Apex Legends улучшения в глаза уже не так шибко бросаются, то есть всего лишь плюс 3% FPS при 1080p, но это все, что вот можно выжать. И это касается, кстати, всех разрешений, среднего FPS и кадровых просадок. Так что если вы из тех, кто накидывает чисто в Apex, то переплачивать за камень с большим кэшем смысла нет никакого. Ну а в Радуге все оказалось тоже не столь радужно. Она тестировалась при очень высоких настройках. В итоге, если Full HD еще можно под лупой рассмотреть прилив кадров в размере 9%, то вот при 1440p и 4К нет. Отличия тут помножены просто на 0. Так что с точки зрения влияния кэша на Тома Клэнси здесь нет. Я уверен, что у некоторых из вас сейчас даже будет вопрос, а что там по частотам? Будет ли зависимость частот? Здесь вот как раз таки, что я вам и сказал, по секретику, надо будет сравнить с Intel. И если вы за это сравнение, напишите в комментариях, чтобы я понимал, что в грядущих сюжетах обратить на это внимание и снять сравнение 5800X3D с 12900K. Само собой, не могу пройти мимо батлы, и в примере мы с вами смотрим на 5-ю часть. Тесты проводились с высокими настройками графики. Но здесь разница очевидна. 5800X3D при Full HD добавил FPS на целых 41%. А это до хрена, я вам скажу. И даже при 1440p мы получаем с вами бонусный фреймрейт в 21%. И даже в 4К вкусный дополнительный 14%. Так что да, явно батла любит прихавать красный кэш. Ну и давайте крайний тест завершим на мультиплеере в Halo Infinite. Ультра настройки. Средний FPS в итоге для 1080p возрос на 23%. Это неплохо. Правда, в 1440p и уж тем более в 4К, ну, разницу можно увидеть только под микроскопом. Однако тут я обращаю ваше внимание на то, что просадка FPS здесь очень сильно отличается. В том же 1440p уронить фреймрейт до 101 или 83, ну это может приглядеться вашим глазкам. И да, подчеркиваю, это на ультра настройках. Ну что, краткий итог. В мультиплеере мы с вами видим однозначный профит в 1080p. И какой-никакой, но и в 1440p. В подавляющем числе игр. А вот в 4К... Нет, там все в паритете. Но все же есть ряд игр, которые менее или вообще никак не реагируют на дополнительный кэш. Так что, да, нужно смотреть и на тактовые частоты процессора. А здесь нам уже понадобился бы Intel. Угу. Я уж прям намекаю, как могу. И более того, можно также подтвердить, что дополнительный кэш очень даже неплохо нивелирует возможность статеров и просадки FPS как таковой. Хотя, если говорить честно, учитывая, сколько я до этого ранее проверял, тестировал видеокарточки и смотрел анализ всех FPS, то я не знаю, каким образом вы собираетесь увидеть статеры, если FPS будет все время выше 60. Ну, практически нереально. Ну а теперь, ребятки, я вам предлагаю пройтись уже по синглплеерным играм. Достаточно популярным и со своими особенностями. Dying Light 2. Ну, он у меня удивил со старта, потому что игре и ее разработчикам, похоже, вообще плевать на кэш процессора. Ну, словно если бы там было даже 3 мегабайта L3 или еще чего-либо, ну, результат остался бы прежним. В общем, никаких отличий в среднем FPS из всех 3 разрешений нет. Ну, от слова совсем. Ладно, разве что при 1080p просадка по FPS может быть чуть пониже, но невооруженным взглядом вы этого не заметите. Так что новинка от Techland смеется в лицо AMD в их технологию. Я, конечно, приукрашаю, но тем не менее. Или все-таки игроделам стоило бы улучшить свою игру. А вот Flight Simulator при high-end графике ведет себя совсем иначе. Игра выдает нам дополнительные 23% производительности в виде FPS при 1080p. И примерно 18 бонусных процентов FPS при 1440p. Но вот в 4К, что мне кажется уже ожидаемо, разницу мы с вами не увидим. Но что касается проекта Кодзимы, то первое, что кидается в глаза, то это не такой большой и низкий дроп фреймрейта. И само собой, более высокий средний FPS. Ну вот, пожалуйста, когда в 1080p мы добавляем плюс 14% кадров в секунду. Плюс явное улучшение еще у нас идет и при 1440p. Но уже в 4К получается паритет. Хотя, опять же, ожидаемо.
Да, сейчас некоторых из вас передернет, и вы явно поймете, насколько старые уже для этого мира. И тем не менее, StarCraft 2, который я все же считаю проектом ближе к синглу. И вот чем характерен этот тест. Эта игрушка, она, ну скажем так, одноядерная. Так что при ультра настройках мы с вами видим прирост в 32 FPS. 32% FPS в среднем и плюс 52% кадров при возможном их дропе. Причем обращаю ваше внимание, что подобное громадное улучшение коснулось и разрешения как в 2К, ну 1440p кому удобней, и 4К. Так что да, второй старик любит пригубить немножко кэша. Ну и коль такое дело, то City Skylines это еще одна игра, которая любит, ну, подолбить процессор в одно ядро. И именно по этой причине мы наблюдаем с вами столь плачевные результаты. Ну, как в целом у процессоров, так и при их сравнении. Хотя, конечно, нельзя отрицать даже тут влияние кэша, потому что дополнительный плюс 20% FPS, ну, на дороге не валяются. Но этот бэкэш, да на высокие частоты, мечты. Предпоследний сингл на сегодня — гоночки в лице F1 2021 при высокой настройке графики. В итоге, при 1080p мы получаем прирост FPS в размере 17%, но при этом дроп фреймрейта снижается аж до 40% на том же Full HD. Но переходя к разрешению 1440p, то тут средний FPS уже не такой вкусный, так что прирост составляет всего лишь 5%. Зато ситуация с дропом кадров тут обратная, это нивелирование 22%. Ну а 4К... Ну что 4К? Это для элиты, у них там своя атмосфера. Ну и кончить я вам предлагаю на RDR 2. Ну в смысле с помощью RDR 2. Короче, вы поняли, завершающий тест синглплеерной игры. И в ряде пониженных параметров RDR 2 в основном привязана именно к графическому процессору, что очень хорошо заметно при разрешении как в 1440p, так и 4К. А вот при разрешении Full HD прирост все же наблюдается и составляет 16%, что неплохо, но в общем фоне самой игры не столь значимо. Ну, однозначно можно сказать следующим, что действительно в среднем прирост составляет 15% при Full HD. И это как раз таки согласовывается с тем официальным анонсом, который сказали AMD. То есть да, получается, что одни игры получают там профит плюс 10% в среднем FPS, а у некоторых 20 и выше процентов. Ну вот вам и пожалуйста средняя арифметическая. В 1440p, конечно, процентовка снизилась и достигает примерно 9. Ну, собственно, тоже неплохо, как для X3D. Но такое положение и неудивительно, ведь чем выше разрешение, тем больше лямку тянет на себя именно графический процессор. Ну а статистически примерно 70% от тестированных игр показали примерно одинаковые результаты. За 4К, ребятки, даже говорить и комментировать ничего не стану, ну потому что тут очевидно, что в большинстве случаев все будет решать именно ваша видеокарта. Ну, за исключением только некоторых проектов. Тот же StarCraft 2, которому там 12 или 13 лет от роду и который живет только по одному процессору, скажем так. Ну и City Skylines. Но, скорее всего, такие игры больше исключение из правил, нежели само правило. Но, вот что самое основное для меня, это, ну, низкий поклон, и, ребятки, говорю, молодцы AMD, с точки зрения просадки FPS, вот этот 1%, да, который мы видим в тестировании. Здесь может достигать профит в, скажем так, разнице снижения FPS между 5800 X3D и 5800X до 50%. Это громаднейший успех. Ну а в среднем же улучшение составляет 20%. Это тоже неплохо. То есть в любом случае игра будет плавнее. В общем, если же вы собрались играть в 4К, то, ребятки, новый кремний вам здесь вообще ни к чему. Все будет упираться в ваше видло. Ну а если вы играете в разрешении поменьше и готовы отдать чуть-чуть больше денег для тех или иных проектов, возможно, вы увидели в списке свою игру, которую играете чаще всего, и там вот как раз таки кэш нужен, то в принципе, я одобряю такую покупку. Особенно если вы не ждете AM5, который еще будет там тестироваться, сыроват, нужно обновлять материнскую плату и явно озвучку. Ну и если вы не Intel Boy. Правда, вопрос будет в ценнике, потому пока что говорить за пропорцию цена-качество, ну это еще рано. Посмотрим, как оно там будет. Но, если у вас, допустим, выбор между AMD или Intel, ну вы пока не определились, какой будете собирать комп, то рекомендую посмотреть мой обзор на 5800 X3D с Intel Core i9-12900K. Ну а на этом буду с вами прощаться. У меня все на сегодня. А с вами, как всегда, был Human и, как всегда, кайфовой вам игры. И не забывайте подписываться на мой второй игровой канал. Пока!